Всем привет! В этом видео я расскажу вам о твилеках. Но для начала небольшая просьба. Проверьте подписку на канал и подпишитесь, если до сих пор этого не сделали. Около 60% людей смотрят видосы без подписки, и надо это исправлять. Ну, а теперь твилеки. Твилеки — это разумная человекоподобная раса с планеты Рилот. Отличительной особенностью твилеков были щупальцеподобные парные отростки на голове, называемые леку. Обычно у твилеков было по 2 леку, однако встречались особи и с 4. Леку очень чувствительный орган, и при их повреждении твилек испытывал ужасную боль. Цвет кожи твилеков был очень разнообразен. Известны особи зеленого, синего, белого, рыжего, желтого, фиолетового, красного, бирюзового и розового цветов. По половому признаку раса разделялась на женщин и мужчин. Интересно было то, что уши у мужчин напоминали человеческие, в то время как у женщин они имели коническую форму. Зубы твилеков были подобны людям, но мужчины иногда специально их заостряли. Женщины-твилеки славились своей красотой, и из-за красоты их часто продавали в рабство, делая из них танцовщиц или используя в качестве эскорта. Родной язык твилеков – твилекский. Особенностью этого языка являлось то, что в разговоре использовались едва заметные движения леку. Это делало твилекский язык трудным для изучения. Несмотря на то, что люди и твилеки принадлежали к разным расам, они были совместимы и могли давать потомство. Известно о 2 таких случаях. Первый – это сын Геры Синдулы и Кейнана Джаруса, Джейден Синдула. А второй – это дети клона по имени Кат Локуэйн и твилечки по имени Су. Твилеки очень преданы своей семье и роду. Каждая семья имеет каликори, реликвию, переходящую из поколения в поколение. Каждый родитель наносил на каликори свои уникальные элементы, иногда изображая основные события своей жизни, чтобы они остались в истории рода. Как я уже упоминал выше, родиной твилеков была планета Рилот. Ландшафт планеты представлял собой совокупность джунглей, плоскогорья, вулканов и долин. Экватор планеты покрывал лес, в котором жили опасные хищники. Учитывая разнообразный ландшафт и опасных зверей вокруг, твилеки в целях безопасности жили в пещерах. Рилот был частью Галактической Республики. Во время войн клонов Конфедерация независимых систем оккупировала планету. Сопротивление твилеков возглавил Чам Синдула. Республика выделила подмогу твилекам в лице мастера-джедая Айма Гандая и его клонов. Благодаря совместным действиям повстанцев и сил Республики Рилот был освобожден. После окончания войн клонов Рилот был аннексирован Галактической Империей и, несмотря на формальную независимость в Имперском Сенате, находился под оккупацией войск Моффа Дилиан Мосс. Повстанческое движение во главе с Синдулой было преобразовано в движение «Свободный Рилот» и оказывало сопротивление имперским войскам. А теперь кратко расскажу вам про известных твилеков галактики. Почему кратко? Да потому что некоторые достойны отдельных видео, и эти видео обязательно сделаем в будущем. Гера Синдула, дочь Чама Синдулы, про которого уже было рассказано в истории про Рилот. Гера возглавляла повстанческую ячейку под названием Фантом. Она была отменным пилотом и управляла кораблем под названием Призрак. Ее команда внесла огромный вклад в борьбе с Империей на планете Лотал. Позже, вместе с командой, стали первой группой, которая присоединилась к альянсу повстанцев в составе подразделения эскадрилья Феникс. Гера стала одним из лидеров повстанцев, а после образования новой республики продолжила службу в ее войсках. Биб Фортуна. Мужчина-твилек, служивший мажордомом Джаббы Хатта. Он десятилетиями управлял делами своего хозяина, а после смерти Джаббы от рук Леи Органы занял его место. Возглавлял преступный мир Татуина, пока не был убит Боба Феттом. Аэла Секура. Рыцарь-джедай и генерал армии Республики во времена войн клонов. Ее учителем являлся магистр со сложным характером, Квинлан Вос. Аяла отдавала предпочтение одежде, которая не стесняла движения, чем традиционное одеяние джедаев. Была в числе джедаев, участвовавших в спасительной операции на Джианозисе. Позже возглавила 327-й звездный корпус во главе с командором Блаем. Погибла на планете Филуция от рук своих же солдат после приказа 66. Кроме героев, описанных выше, были и другие менее значимые персонажи. Сенатор Орн Фрита,
танцовщица Ула и Лин Ме, головорезы брат и сестра Цинь и Циан. На этом мой рассказ о Твилеках подходит к концу. Спасибо, что досмотрели до конца. Не забудьте оценить видос лайком, проверьте подписку на канал и напишите в комментариях, кто является вашим любимым Твилеком во вселенной. Увидимся в следующих видео. Всем пока и да пребудет с вами сила.